Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых главных событиях в мире футбола. Все самое интересное, ну, может, не все самое, конечно, но наиболее интересное, что произошло на футбольных полях. Ну и, конечно, сегодня мы поговорим о как завершился 1/16 финала Кубка Европы. Как, в общем, мы и предполагали, как прогнозировали и надеялись, все три российских клуба прошли эту стадию, вышли в 1/8. Единственное, что, конечно, напрягает и как-то заставляет все-таки говорить не в столь восторженных тонах об этих матчах, это то, что с каким скрипом, я бы сказал, с каким просто невозможным трудом удалось клубам российским преодолеть эту стадию. Если бы, ну, там, по состоянию там, после двух матчей мы бы имели такой результат, если бы кто-то нас спросил, хотим ли мы такого результата и надеемся ли, наверное, не все перед первым матчем сказали бы, что все три клуба будут в этой стадии. Но после первых матчей, наверное, все болельщики надеялись на то, что все клубы пройдут, но все надеялись, что это произойдет более спокойным, ну хотя бы у одной из команд. Но, к сожалению, все три клуба, что Анжи, который, я напомню, в первом матче победил на своем поле Ганновер со счетом 3-1. И, казалось бы, перед ответным матчем, ну, очень, может, с оптимизмом смотреть. Анжи висел до последних минут, пропустили они во втором тайме один мяч. И потом Ганновер атаковал, сил у Анжи, к сожалению, не хватило. К тому же еще судья добавил 8 минут к основному времени. И лишь на 8-й минуте Лисана Трауре забил ответный мяч. В итоге 1-1 закончился. И по счету вроде бы все в порядке. Но на самом деле до последних минут Ганновер имел возможность забить второй мяч. И тогда бы за счет забитого мяча на поле соперника Ганновер смог бы пройти дальше. Но, к счастью, Анжи сумел выстоять и к тому же еще и забил ответный мяч. Очень тяжело сложилась игра для питерского «Зенита». Ну, казалось бы, в первом матче сложилось все очень благоприятно. Несмотря на то, что у Ливерпуля, который был в паре с «Зенитом», на Петровском просто не повезло. И мяч не шел в ворота питерцев. И закончился в итоге этот матч со счетом 2-0. Очень удобный счет. Считается, что это один из самых удобных счетов. Это даже лучше, чем 3-1. Когда ты с разницей в 2 мяча выигрываешь и не пропускаешь на своем поле. И вот именно этот счет был зафиксирован на Петровском. И после того, как в самом начале матча Халк забил в ворота Ливерпуля еще один мяч, и счет в общем стал 3-0, да еще и мяч забитый на поле соперника, ну, казалось, все, вот тут уж действительно Ливерпулю ловить нечего. И надо же было, что уже к 56-й минуте второго тайма, 58-й, сейчас точно не помню, но в любом случае до 60-й минуте счет стал 3-1 в пользу Ливерпуля. То есть, по сути дела, Ливерпуль догнал «Зенит», и лишь вот этот мяч, который забил Халк в начале игры в игре с Ливерпулем в ответном матче, он позволял «Зениту» пройти. Но еще надо было выстоять до конца этого матча. И надо сказать, что силы покинули просто питерцев, отбивались они как могли. Наседал Ливерпуль, очень опасные моменты были. Ну, наверное, один из лучших в этом матче был Суарес, который забил 2 мяча со штрафных. И причем, если первый мяч, который он забил, там стенка не очень удачно сыграла, она распалась, и мяч пролетел сквозь стенку, и Малафеев не смог выручить. Просто, конечно, голкипер не ожидает, что мяч сквозь стенку пролетит. То второй мяч вот, свой Суарес забил тоже со штрафного, ну, великолепным абсолютно обводящим ударом, обвел он стенку. Даже на повторах камера, которая вот из-за спины как бы бьющего показывает траекторию полета мяча, просто по такой дуге замысловатой он влетел в ворот. Малафеев делал все, что мог. Практически он достал, даже, по-моему, коснулся чуть-чуть кончиками пальцев. Но настолько удар был и мощный, и коварный, что вратарь и голкипер здесь, конечно, был бессилен. Но точно на него здесь сваливать вину нельзя. Ну и, в общем, последние минуты превратились в кошмар для защиты «Зенита». Но
все-таки удачи хватило на 2 матча, не только в первом, где как раз тот же Суарес имел моментов 5, наверное, для того, чтобы поразить ворота питерцев. Но вот на этот раз не без помощи везения «Зенит» также прошел. Но все-таки следует сказать, что состояние наших клубов, конечно, на данный момент все-таки не самое лучшее, несмотря на то, что, видимо, как-то тренеры подводили по физподготовке клуба к этим матчам, но явно против команд европейских, у которых в разгаре сейчас чемпионаты, очень тяжело приходится нашим клубам. Очень тяжело, и при том, что, в общем, довольно удачные первые матчи были. Ну и третья команда, которая прошла в следующую стадию, в 1/8, это Казанский Рубин. Они играли второй матч у себя в Казани. Первый, я напомню, они у Атлетико Мадрида выиграли со счетом 2-0. Очень неожиданный результат для всех был. Ну и, в общем, повторная игра показала, что, конечно, наверное, не совсем по справедливости этот счет был. Все-таки Атлетико очень хорошая команда, и в Казани здорово играли испанские ребята, и счет смогли открыть и повели 1-0. Надо было забивать второй, чтобы перевести матч в дополнительное время, но выстояли здесь казанцы. Тоже очень много моментов было. Ну, надо сказать, что, в общем, не у Казани. Казанский Рубин контратаковал, имел шансы и сравнять счет, но все-таки поострее и поинтереснее в атаке были мадридцы, при том, что еще на последних минутах они забили гол уже в конце матча, и еще было и удаление в составе казанцев, поэтому тоже тяжело пришлось Рубину, но сумели они отстоять нужное поражение и прошли в 1/8 Лиги Европы. Теперь нас ожидают очень тоже интересные матчи. Надо сказать, что по вот эта стадия 1/16, в которой российским клубам, в общем, противостояли очень серьезные клубы. Я считаю, что Атлетико, действующий обладатель Кубка Лиги Европы, и Ливерпуль, который всегда остается английским очень серьезным клубом, хотя сейчас он не входит, наверное, в 4 сильнейших, но Ливерпуль всегда есть Ливерпуль. Вот. И такой экзамен все-таки прошли наши команды, несмотря на то, что прошли они его не без труда. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Вообще наличие 3 клубов в 1/8 Лиги Европы настраивает, конечно, на лад оптимистически. И вполне возможно, что мы увидим наши клубы и в полуфиналах, и, дай бог, и в финалах. Ну, будем наблюдать за тем, что происходит на полях европейских. На следующей неделе мы, наверное, подробнее поговорим о Лиге чемпионов, где как раз состоятся уже важные ответные матчи, где проявятся уже те, кто из тех клубов, которые продолжат бороться за самый престижный кубок европейский, и те, кто, к сожалению, его покинут. Тем более, что покинуть его, например, может и Барселона, которая проиграла Милану со счетом 2-0 в очень неудобном счете, да еще и с итальянцами, которые умеют играть в обороне. Барселоне, наверное, тяжело придется в ответном матче. С другой стороны, кто, как не Барселона, умеет играть в нападении. Ну да ладно, это я забегаю вперед. Давайте дождемся, как завершатся уже первые ответные матчи, и потом уже серьезно и обстоятельно об этом поговорим. А на этом все. Смотрите «Вестник Кавказа». Это был Гия Саралидзе.